Всем привет! В этом уроке будем вязать чудесные носочки для малышей. Для вязания нам понадобится два цвета пряжи. Я возьму небольших два клубочка, остатки пряжи. Это у меня детская новинка от Пихорки. В 50 граммах 240 метров. Это стопроцентный акрил. Крючок буду использовать номер 2. Начинаем вязать с кольца амигуруми. Кладем кончик нити. Поворачиваем ниточку вокруг указательного пальца. Вот здесь, где крестик, придерживаем. Вводим крючок, захватываем ниточку и вытягиваем петельку. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 3 воздушные петли подъема. Это будет первый столбик с одним накидом. Провязываем в кольцо еще 11 столбиков с одним накидом. То есть всего должно получиться 12 столбиков. Делаем накид, вводим крючок в кольцо, вытягиваем петельку и провязываем столбик с одним накидом через 2 петельки и еще раз через 2 петли. Делаем накид, вводим крючок в кольцо, вытягиваем петельку, провязываем через 2 петли и еще раз через 2 петли. Мы провязали 3 столбика, 1, 2, 3. Провязываем еще 9 столбиков, чтобы у нас получилось всего 12 столбиков. Затягиваем кольцо. Затем в третью воздушную петлю подъема. Первая, вторая, третья. Ввожу крючок и провязываю соединительный столбик, соединительную петельку. Приступаем к вязанию второго ряда. Набираем 3 воздушные петли подъема. И теперь над каждым столбиком предыдущего ряда мы провязываем 2 столбика. Вот у нас первый столбик, 3 воздушные петельки. В эту же петлю ввожу крючок, провязываю второй столбик. Затем в следующую петельку ввожу крючок, провязываю также первый столбик и сюда же провязываю второй столбик. Следующую петельку провязываем 2 столбика, первый столбик и сюда же второй столбик. И так каждую петельку мы провязываем по 2 столбика. В этом ряду должно получиться 24 столбика с одним накидом. Провязали ряд до конца, в третью воздушную петлю подъема, первая, вторая, третья. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Я провяжу еще один ряд с прибавками. Сейчас у меня диаметр круга 3,5 сантиметра. Я буду провязывать еще один ряд. Вы смотрите, если у вас уже круг побольше, чем у меня, тогда вам не нужно еще один ряд провязывать с прибавками. Вам будет уже достаточно. Приступаем к вязанию третьего ряда. Набираю 3 воздушные петли подъема. Вот у нас первый столбик. Следующую петельку провязываю второй столбик. Это я провязала над вторым столбиком. И в третью петельку провязываю прибавку 2 столбика в одну петлю. Первый столбик и второй столбик сюда же. И снова провязываем 2 столбика без прибавок. Первый. Следующую петельку провязываю второй столбик. И в третью петлю провязываю 2 столбика с одним основанием. Первый столбик и второй столбик. Так мы провязываем до конца ряда. У вас должно получиться 32 столбика с одним накидом. Провязали ряд до конца. Ряд у нас заканчивается прибавкой. Сейчас диаметр моего круга 5 сантиметров. В третью воздушную петельку. Первая, вторая, третья вводим крючок. Провязываем соединительный столбик, набираем 3 воздушные петли подъема и в каждую петлю
Провязываем по одному столбику с одним накидом. Всего должно получаться 32 столбика. Теперь мы вяжем без прибавок. Каждую петельку по одному столбику. Провязываю второй столбик, третий столбик, следующую петельку четвертый, следующую петельку пятый столбик. И так провязываем без прибавок до конца ряда. 32 столбика. Провязали ряд до конца. Это у нас четвертый ряд. Провязываем третью воздушную петлю, соединительный столбик. Точно так же, как мы провязали четвертый ряд, провяжите еще 5 рядов. То есть 5, 6, 7, 8 и 9 ряд. Провязываем без прибавок каждую петельку по одному столбику с одним накидом. Я провязала до 9 ряда. Еще раз, вот мы провязали с вами ряды с прибавками. Первый, второй, третий. И без прибавок. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Длина носочка у меня сейчас 7 сантиметров. Немножко там не хватает до 7. В третью петлю подъема вводим крючок, провязываем соединительный столбик. И теперь мы начинаем провязывать пятку. Вытягиваю петельку побольше, для того, чтобы не обрезать нашу ниточку. Берем наш клубочек и вытягиваем петельку. Вытянули и затягиваем петельку до конца. Затянули. Затем общее количество столбиков у меня это 32. Делим на 2, получается по 16 столбиков с каждой стороны. 16 столбиков у меня остается наперед и 16 столбиков у меня идет на пятку. От середины отсчитываю 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В петельку 8 столбика я ввожу крючок. Затем берем нашу ниточку, вытягиваем петельку. Старайтесь вот эту ниточку сильно не натягивать. Ее мы сейчас будем с вами ввязывать в полотно. Вот мы вытянули, и вот так ее немножко сделайте послабее. Пятку будем вязать полустолбиками с одним накидом. Вяжем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Делаем накид. В следующую петлю вводим крючок. Вот захватываем как раз нашу ниточку. Она у нас поверх крючка находится. Вытягиваем петельку и провязываем через 3 петли на крючке. Мы не довязываем столбик с одним накидом, а провязываем полустолбик с одним накидом. Делаем накид в следующую петлю. Вводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем 3 петельки на крючке. Мы провязали 3 полустолбика. Провязываем следующую петельку, четвертый. Следующую провязываем пятый. Следующую шестой. И так нам нужно провязать всего 16 полустолбиков с одним накидом. 6 провязали, провязываем еще 10 полустолбиков. Итак, я провязала 16 полустолбиков. Делаем 2 воздушные петельки подъема. Поворачиваем. И точно так же в каждую петельку мы начинаем провязывать полустолбики с одним накидом. Вот у нас получается первый столбик, это воздушные петельки, второй столбик. Следующую петельку провязываем третий столбик. Следующую вяжем четвертый, пятый. И так провязываем до конца. Должно получиться 16 полустолбиков с одним накидом в каждую петельку. Я провязала 15 и 16 провязываю 2 воздушные петельки подъема.
провязываю 16 полустолбик. И затем точно так же, как мы провязали второй ряд, провязывайте еще 3 ряда. То есть пятка у нас выходит 5 рядов всего. Первый, второй и еще провяжите 3 ряда. 2 воздушные петельки подъема. Поворачиваем работу и со следующей петли, у нас следующая петелька, начинаем провязывать в каждую петлю по одному полустолбику. Вот первый, второй, следующую петельку провязываем, третий, четвертый. Провяжите этот ряд и еще 2 ряда. Итак, провязали 5 рядов пятки. Длина от мыска до пятки у меня сейчас получается 10 сантиметров. Если вам нужна длина побольше, вы можете провязать еще один ряд пяточки. Если же хотите, например, 12 сантиметров, еще побольше носочек, тогда добавляйте здесь еще один ряд и также на пятки добавьте до нужной длины. Мне такой длины достаточно, и теперь я буду сшивать пятку. Итак, делается это очень просто. Выворачиваем вот таким образом на изнаночную сторону. Можете полностью вывернуть носочек. И затем смотрите, вот у меня первая петелька. В нее я ввожу крючок, нахожу первый столбик с другой стороны. Вот у нас воздушные петельки. Сюда также ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Затем следующую петельку вводим крючок и находим следующую петельку с другой стороны. Провязываем соединительный столбик. Следующую петельку вводим крючок и находим следующую петельку с другой стороны. Провязываем соединительный столбик. Это у нас третья петелька, третий столбик. Четвертый столбик. Так, у нас было 16 столбиков, значит здесь должно быть 8. 4 провязали и еще 4 провязываем. Следующий пятый столбик. Следующую петельку провязываем шестой. Следующую провязываем седьмой. И вот здесь в самом конце есть еще 2 петелечки. В них провязываем 8. Итак, провязали, обрезаем ниточку и вытягиваем петельку до конца. Выворачиваем носочек на лицевую сторону. Смотрите, сверху у нас оставалось 16 петелек. Так, вот здесь у нас уже столбик провязан на пяточку. Вот он у нас провязан уже. Значит, вот со следующей петельки вводим крючок. И теперь нам нужно провязать полустолбиками с одним накидом один ряд. То есть мы должны сейчас добрать до 32 столбиков, как у нас и было. Присоединяю ниточку. У меня еще в работе красная ниточка, основной цвет. Сделали петельку, набираю 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Вот эту ниточку буду сейчас ввязывать. И в каждую петельку следующую ввожу крючок, провязываю полустолбик. Вот первый, второй, третий полустолбик, четвертый, пятый. Провязываем 16 полустолбиков.
Я провязала 16 столбиков, подошли к пятке. И теперь смотрите, мы провязывали с вами 5 рядов. И теперь с каждой стороны, вот с одной стороны и с другой стороны, мне нужно набрать по 8 столбиков. Можно набрать в произвольном порядке. Вот первую петельку ввожу, это у меня первый полустолбик, второй, главное равномерно так их распределите, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так, набрала 8 с одной стороны и точно так же набираем 8 с другой стороны. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, так, седьмой. И вот сюда в петелечку провязываю восьмой. Провязала восьмой. Теперь во вторую петельку подъема первая, вторая, наш самый первый столбик из 2 воздушных петелек. В него я ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. Провязали, должно получиться 32 полустолбика с одним накидом. Нитку красного цвета я обрезала и присоединяю ниточку белого цвета, которой будем вязать саму резинку. Провязываю петельку. Вот эти 2 ниточки сейчас мы с вами увяжем в полотно. Хорошенько красную петельку затягивайте, чтобы у нас не было видно перехода. И точно так же нужно провязать один ряд полустолбиками с одним накидом. Вяжем 2 воздушные петельки подъема. И начиная со следующей петли, у нас следующая петелька, начинаем провязывать полустолбики с одним накидом. Так, это у нас второй столбик, первый, второй, и в каждую петлю третий столбик, четвертый, провяжите полностью этот ряд до конца. У вас должно получиться 32 полустолбика с одним накидом. Итак, я провязала ряд до конца. При необходимости вы можете столбики пересчитать, чтобы у вас получилось 32 полустолбика с одним накидом. Смотрите, если вам кажется, что у вас в этом месте получилось широко, вы можете просто не добавлять лишние столбики до 32, как я добавляла, а провязать поменьше столбиков и посмотреть, подходит вам такая ширина или нет. Приступаем к вязанию резинки. Во вторую воздушную петельку подъема вводим крючок, вот у нас первый столбик, провязываем соединительную петельку, набираем
3 воздушные петли подъема. Вот у нас следующий наш столбик. И теперь для резинки мы будем с вами чередовать лицевой и изнаночный рельефный столбик. Провязываем лицевой рельефный столбик. Вот у нас столбик находится, полустолбик на крючке. Таким образом вводим крючок, захватываем ниточку и провязываем как обычный столбик с одним накидом. Провязали первый столбик. Теперь провязываем изнаночный столбик. Для этого с изнаночной стороны на лицевую выводим крючок. В следующее отверстие ввожу крючок, то есть у меня столбик находится за крючком. Вот он с другой стороны у меня находится. И точно так же захватываем ниточку, вытягиваем петельку и провязываем как обычный столбик с одним накидом. Провязали изнаночный рельефный столбик и чередуем. Провязываем лицевой, и изнаночный. Снова вяжем лицевой и изнаночный. И так мы провязываем полностью ряд до конца. Провязали ряд до конца. В третью петельку подъема, первая, вторая, третья, вводим крючок, провязываем соединительный столбик, набираем 3 воздушные петли подъема и провязываем точно такой же ряд, где мы вязали с вами лицевые столбики, вяжем лицевые, где вязали изнаночные, провязываем изнаночные. Делаем накид, провязываем лицевой столбик, накид, изнаночный столбик. Следующий провязываем лицевой рельефный столбик, следующий провязываем изнаночный. Лицевой. И так провязывайте до конца ряда. Всего высоту я провязывала 6 рядов рельефными столбиками. Я провязала 6 рядов. Третью петлю подъема ввожу крючок, провязываем соединительный столбик, обрезаем ниточку и вытягиваем петельку. Затянули. Нам остается лишь только заправить кончики нитей. Носочки для малышей готовы. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!